Пожарские котлеты. Вот уже лет 200, как это блюдо любимо русским народом. Сначала берем черствый хлеб без корочки и поливаем, не заливаем, а поливаем его сливками. Сливки 20%, пусть пропитается как следует. Мой секрет, чтобы котлеты из куриного фарша получились сочнее и ароматнее, пропустите сначала через мясорубку куриную шкуру. Никому не говорите про это. Только решеточку для мясорубки надо выбрать самую мелкую. Ну а на сам фарш хорошо бы взять бедрышки. Разумеется, кожицу с них тоже снимем, тоже пропустим через мелкую мясорубку и удалим косточки. Все очень просто. Теперь в магазинах продают уже сразу бескостные куриные окорочка. Вот их и берите, если у вас семья не слишком большая и не самое большое хозяйство. Косточки, хрящики. Куда? Разумеется, в бульон. Понимаете, что здесь получилось? Ну, практически эмульсия. Но она содержит в себе самый вкусный белок – коллаген. Ну, а теперь крупная решетка мясорубки и пропускаем, собственно говоря, саму мякоть из бедрышка вместе с луком. Пару луковиц порезал, этого достаточно. Фарш из курятины любой, хоть вовсе в него не клади лук, получается довольно жидким. Смотрите внимательно, я все объясню. Ну а теперь пропитанный сливками белый хлеб. Сами сливки лить в мясорубку, пожалуй, что не надо. Говорят, что когда-то, еще в старые времена, когда люди не считали калории, а думали только о вкусе еды, вместо сливок в котлеты добавляли сливочное масло. Сливочное масло замораживали, натирали на терке и добавляли его в фарш. Фарш следовало как можно быстрее остудить. И в нашем случае тоже необходимо как можно скорее перемешать фарш, покуда мясо еще холодное, посолить его, поперчить и выставить на холод. Так, здесь было 8 бедрышек, примерно 1,5 килограмма курятины. У нас пойдет примерно 1,5 столовые ложки соли. Ну, может быть, без верха. Черный перец, половина столовой ложки. И как следует вымешать фарш. Из такого нежного, можно сказать, даже жидкого фарша, разумеется, никаких котлет не слепить. И именно поэтому примерно на 1 час, а может быть на 1,5, фарш следует поставить либо в холодильник, либо выставить на холод, для того, чтобы фарш застыл. Имейте в виду, что большие широкие сковородки лучше всего разогревать на небольшом огне, но под крышкой. Пожарские котлеты лучше жарить на топленом масле. Хорошо, что оно у меня есть всегда. Прежде чем лепить котлетки, обязательно смочите руки в воде. Иначе этот фарш к ладошкам и прилипнет. А вы знаете, этот фарш уже очень вкусно пахнет. Но котлета сейчас станет выглядеть еще лучше, потому что котлеты положено облепить сухарями. Очень мелкие сухари из белого хлеба. Мы их даже и не подпекали в духовке. Необходимо сделать так, чтобы они вонзились в котлету и покрыли с собой всю котлету. Понимаете, вот такой вот ежик должен получиться. Если где не хватает, добавьте.
Обязательно отхлопайте котлету, чтобы в ней не осталось ни единой трещинки. И на сухари. Много масла не надо, потому что каждая котлета имеет отличную обложку в виде сухарей. Сковородка и масло нагреты умеренно, всего лишь навсего 150 градусов. Поэтому котлеты можно накрыть крышкой. И пока первая партия котлет жарится, я хочу проверить еще один способ. Вот это не сухари. С утра хлеб нарезали и оставили вот так, чтобы он слегка зачерствел. Кольцо, которым обычно выкладывают салаты, прикладываем и обрезаем. Я хочу получить панировку из цельного кусочка хлеба. Раз кусочек, понадобится еще один. Два кусочек. Смачиваем руки и формируем котлетку. Котлету на кусочек хлеба, сверху накрываем вторым кусочком хлеба, прижимаем, и у нас получается эдакий гамбургер, не гамбургер, не знаю, но точно понимаю, что вам это понравится. Котлеты еще не готовы. Им следует постоять в духовке при температуре 180 градусов еще минут 10-12. Все зависит от размеров, а точнее от толщины котлет. Сухари, надо сказать, отлично впитывают масло. И то хорошо, ведь масло очень вкусное, очень полезное. Это натуральное топленое масло. Я представляю себе, сколько возьмут масла эти бутерброды, поэтому добавлю-ка еще. Ну как? Работает моя идея? Разумеется, фарш должен будет дойти уже в духовке. А сейчас мы должны только придать, так сказать, цвет и форму будущему изделию. Время от времени поворачивайте котлеты, чтобы равномерно все прожарилось. Вот так. Знаете, а вот эти я сейчас, пожалуй, что переделаю. Это съедобно, конечно, скушать-то можно. Но это явно недостойно того, чтобы называться настоящими пожарскими котлетами. Покрупнее надо, покрасивее. Мне даже нравится то, что хлеб выпил все топленое масло. По сути дела, у нас получились те исторические котлеты, которые были наполнены маслом, как положено. Осталось переделать вот эти. Мне эти не нравятся. Понимаете, в чем дело? У каждого человека, не знаю, там русского, не русского, но у каждого человека, который разговаривает по-русски, словосочетание «пожарские котлеты» наверняка ассоциируется с Мининым и Пожарским. Скажите, пожалуйста, ну разве могли герои России есть вот такие котлеты? Вот это другой разговор.
Вот это выглядит очень по-русски. Дорогие друзья, во-первых, мои книги всегда можно купить на сайте stalih.ru. Мы их отлично упаковываем, доставляем, и при желании покупателям я могу поставить какой-то личный автограф. Но еще мои книги можно купить на сайте megamarket.ru. Я внизу дам ссылку обязательно. Почему удобно покупать на сайте Мегамаркет? Во-первых, там сейчас проходит колоссальная акция. 31% кэшбэка. Что это означает? Вы покупаете вот эту шикарную книгу «Плов», либо вот эту шикарную книгу «Казан» за 3950 рублей, а вам начисляется кэшбэк 1225 рублей. Понимаете? Ну, вот посмотрите, просто шикарно. 543 рубля за недорогую книжку «Мангал». Недорогая, но очень полезная. И так далее. Книжка Stalih Видеобук никогда не продавалась ни в каких маркетплейсах, а теперь продается на сайте Мегамаркета. И кэшбэк 1178 рублей. Но это еще не все. Некоторые люди ухитряются покупать мои книги. Знаете, за сколько? Вот посмотрите. Человек купил книжку «Мангал» и заплатил всего лишь навсего 18 рублей. Кто-то купил книжку «Плов» и заплатил 40 рублей. Но вот эти люди, вот они уже получили, доставлено покупателям, здесь написано, вот эти книги уже получили люди. «Счастье кулинара», Stalih Видеобук, «Плов. Кулинарные исследования». Они заплатили, знаете, сколько? 0 рублей. Каким образом? Если вы пользуетесь карточками Сбера, то там начисляются особые бонусы. Сбер спасибо. И многие не знают, как их потратить. Значит, заходите на сайт Мегамаркета, ищите кулинарные книги Сталика Ханкишиева. Потом я вас отдельно хочу попросить. Значит, вот здесь есть возможность выбрать среди продавцов. Выбирайте Stalih Ханкишиев. Значит, почему это необходимо сделать? Дело в том, что очень многие какие-то магазины продолжают торговать моими книгами, но это остатки книг, которые кочевали со склада на склад и неизвестно в каком состоянии. У меня книжечки новые, отлично упакованные. Вы получите и будете очень рады. Итак, по Сбер спасибо можно получить даже бесплатно, либо заплатить столько, сколько вам удобно. Можно получить огромный кэшбэк 31%. И кроме того, шикарный выбор для подарка, да и просто для себя любимого. Знаете, пахнет невероятно вкусно и кажется уже все. Можно перекладывать на противень и отправлять в духовку на 180 градусов. Минут на 15. А такие большие можно и на все 20. Готовы котлеты. Предлагаю разрезать и посмотреть, а что же там внутри. Прекрасный, очень сочный фарш. Ну а как наш эксперимент, вот этот вот, не знаю, как его назвать? Недогамбургер. Знаете, вот это я, пожалуй, что даже и попробую. Не буду ничего говорить. Вкусно или не вкусно? Приготовьте и узнайте. Одним словом, если вы уже подписались на наш канал, то я желаю вам огромных кулинарных успехов и, конечно же, как всегда, приятного аппетита!